Всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто взглянул сегодня ко мне в гости. Точнее сказать, я рада приветствовать, а мы рады вас приветствовать. Со мной моя верная подружка Джесси. Давай покажемся. Поздоровайся. Поздоровайся, Джесси, поздоровайся. Всегда рядом. Самое главное, только чтобы быть рядышком со своей мамкой. Ну, садись. Садись, моя дорогая. Неделя была очень плодотворной, эмоциональной, приятной, но очень быстро бегущей. Мне порой кажется в какие-то моменты, что я не успеваю. Я и так достаточно шустрый человек, но у меня возникают иногда такие моменты, что я что-то не успеваю. Но на этой неделе я могу себя похвалить и сказать, что я почти отличница. Поставила себе оценку 5. У меня получилось 2 готовые работы. Это 2 плечевых изделия, очень интересных. Оба эти изделия относятся к изделиям летнего сезона. И давайте я вам подробнее расскажу об этих изделиях. Первое изделие – это шелковая блуза из 2 видов шелка. Здесь шелк Малбери и здесь шелк ручного окрашивания от Наташи Фадеенко. Хотелось назвать мне эту блузу по названию пряжи Наташи. Я помню, что на букву А. А так как Наташа мне прислала картинку, где была эта пряжа, и у Наташи же все время сопутствующие есть интересные картинки, и там были такие, знаете, как осколки льда. Мне почему-то показалось, что айсберг цвет называется. Он, оказывается, называется не айсберг, а аквамарин. Ну вот, в общем, а я уже назвала в шотсе ее айсберг. Ну что, блуза готова. Я на самом деле хотела еще купить белые шорты, но, знаете, с белым цветом в плане шорты, брюки у меня уже 2 года никак не могут сложиться отношения. Сколько я уже перемерила, перезаказывала, мне ничего не подходит и не нравится. Но я уверена, что я обязательно в этом сезоне что-то беленькое себе куплю. Или юбку, или шорты все-таки будут. Это летние изделия. Здесь сочетается техника поперечного вязания с очень интересным узором. И изделие получилось очень классное, интересное. Шелк после ВТО имеет, вот такой классный эффект текучести, струячности полотна. И как я уже говорила, что шелк, он всегда стремится вниз. Учитывая такие моменты, так как у меня уже большой опыт вязания из пряжи с вискозой, из пряжи шелковой, учитывая вот эти нюансы, я всегда закладываю определенное количество сантиметров на то, что это изделие после ВТО уйдет, так скажем, вниз. Получилось очень классное сочетание. Я так долго искала пряжу секционного окрашивания, но здесь вот очень хорошо получилось. И вы знаете, вот когда я вязала это изделие, оно было таким широким, просто вот знаете, очень широкое и такое, как бы я знаю уже примерно, чуть ниже талии, как я говорю, до косточек. Но такое было достаточно широкое, но я стирала по отдельности детали, потому что мне нужно было посмотреть. Я постирала, связала спинку, постирала. Все меня устроило, как эта пряжа разровнялась. Ну, а так как уже спинка была постирана, соответственно, связав переднюю деталь, я ее тоже постирала. Потом соединила боковые швы. Значит, плечевые боковые швы соединила и выполнила обработку. Потом снова постирала. Так что это изделие уже 2 постиранное. Оно так как мне хотелось именно вот с белым цветом, у меня есть юбка. И надев с белой юбкой, потому что у меня белая юбка не прямого кроя,
а она таким, так скажем, ну, колокольчиком, что ли, то для такой юбки, ну, как сказать, изделия, да, чтобы были очень, да, закрывали вот эту верхнюю часть, некрасиво будет. Нужно, чтобы были кофточки, наоборот, вот что только именно по талию. Поэтому переднюю часть этой блузы я подвернула как раз под юбку и сделала вот такой эффект. Но мне, кстати, очень нравится такой эффект, когда вперед я заправляю, а задняя деталь, да, спинка, она у меня таким как полукругом получается. Некоторые говорят, зачем вы заправляете? Ну, знаете, на вкус и цвет фломастеры разные, поэтому здесь кому как нравится. Я делаю так, как мне нравится. Я надеваю то, что мне нравится. Я выбираю те цвета, которые мне нравятся. Здесь шелк Малбери. Знаете, мне казалось, что цвет голубой гораздо ярче, но он такой более темноватый, но тем не менее мне нравится сочетание. Очень комфортно, у нас была жаркая погода, больше 30, и я ходила как раз, мы делали фотосессию, когда было плюс 34. Но вот именно верхняя часть, да, вот этот шелк, в нем было очень комфортно. Хотя вы понимаете, что если я буду стоять под палящим солнцем, будет жарко во всем. А в плане, да, движения, то, что вот я передвигаюсь, вот очень комфортно. Шелк я обожаю. Шелк, лен – это мои составы. И у меня уже задумка на белую льняную кофточку. Я очень хочу. И, конечно же, обязательно скоро буду вязать. Вы знаете, какой смешной расход на это изделие получился? 164 грамма. Ну, округлим, 165 граммов всего. Вот от Наташного буретного шелка ушло всего лишь 36 граммов. Но я знала, что расход будет очень маленький, и у меня пряжи достаточно. Я уже думаю о том, что я буду вязать только из этого буретного шелка. У меня есть идея. На мой взгляд, идея очень интересная. И вот уж тут я не перепутаю и назову это изделие как раз названием этой пряжи аквамарин. Потрясающие здесь переходы. И шелк очень хорошего качества, буретный. Здесь нет шевелюшек, никаких вот этих махрушек нет. Так, ну вот. Джесси, не надо примерять мою блузку. Садись и сиди. Очень любит клубочки. До сих пор, если она только может подпрыгнуть, схватить, обязательно она это сделает. Помните, я вам показывала 6 маленьких белых клубочков, которые я перемотала. Она сейчас тоже сидит и смотрит в коробку, где шелк. Она у меня уже стащила один такой вот моточек маленький, но я его смотала назад. И здесь тоже у меня осталась пряжа. У меня было 200 граммов, у меня пряжа осталась. Если в одну нить, то... А может быть, даже если в 2 нити. Но это надо с чем-то сочетать. Ну, в общем, как бы я думаю, что еще на одно изделие здесь ушло больше 100 граммов, да, если там 36, 165, то здесь где-то, да, получается, ну, около 130, да. Вот если в одну нить, то это только крючком, надо подумать. Пока, конечно, в этом сезоне я ничего не буду делать, но эта пряжа у меня останется. А вот эту я еще хочу с ней поработать. Это первое изделие, которое я связала. Шотс я уже запустила на это изделие. И второе, это джемпер. В блузочке я уже ходила 2 раза. И в джемпере я тоже уже ходила. Как же мне понравилось то, что получилось. Давайте начнем с пряжи. Я вам рассказывала о том, что я получила пряжу. Это пряжа букле от фабрики ивановской Хэмпас. Вот такая вот ниточка. Здесь 333 метра в 100 граммах. Цвет нежно-голубой. Цвет мой.
Давно я не вязала ничего такого нежного, голубого. Этот цвет мне очень нравится. У меня было... А сколько у меня было? Я не помню, сколько у меня было. Я вот эту вот бобинку не взвешивала. И, наверное, 500. А 500 граммовые они, наверное, идут. И на этот джемпер я вязала свободный. Мне нужен был джемпер летний на прохладную погоду. Именно с джинсами я собираюсь надевать этот джемпер. И с темными, и с светлыми будет хорошо смотреться. Вот мне нужен был джемпер. Я вам рассказывала про узор шаров. Про узор шары. Это я хотела назвать этот джемпер шаров. Но не знаю, наверное, как-то его по-другому назову. Потому что шаров как-то к нему никак не приклеивается. Мне очень понравился этот узор. Но там, в том джемпере, который я использовала изначально, мне не подошла пряжа для моей чувствительной кожи. А узор-то мне нравится. И я решила вот этот узор, чтобы у меня был, да, в моем гардеробе, чтобы я надевала, использовать в летнем изделии. Посмотрите, как классно смотрится. Он разгладился, шарики, такие красивые шарики, ровные, аккуратные. И давайте я вам ставлю сейчас фотографию вот сюда, а шотс я запущу завтра. Посмотрите, как этот джемпер смотрится. Мне очень нравится. Он получился очень легким. На вот этот джемпер, ну, как бы он подойдет на 44-46, да, вот видно, что он свободный. У меня ушло 295 граммов. Опять же, округлим 300. На рукавах я не стала использовать узор. Рукава я связала обычные, простые. Что здесь? Вязала спицами 3, но эту пряжу можно вязать от 3 до 3,5. Просто на тот момент это у меня был дорожный проект. Я его взяла с собой в дорогу. И посмотрев на нитку, знаете, вот так вот, на первый взгляд, я думаю, да, ниточка тонкая, 333 метра, возьму 3. Меня не пугают, то есть те, кто смотрит меня давно, те знают, что я очень люблю тонкие спицы. Для меня не составляет никакой проблемы. 3 для меня это один из самых ходовых номеров. 3, 3,25, 3,5 для летних изделий. Обожаю, я люблю, чтобы изделия были тонкие, свободные. И взяла 3, а когда начала вязать, думаю, да, можно было бы до 3,5 свободно брать. Но на 3 меня тоже вполне устраивает мой результат. Вообще ничего не светит. Узор получился плотный. Значит, здесь что? Ну, как и в любой хлопковой пряже, резинка здесь чисто номинальна, да, то есть просто чтобы обозначить низ изделия. Резинка не держит. Если хотите, чтобы резинка держалась, то здесь нужно спандекс вставлять. Но на рукавах более-менее, я не делала рукава широкие, но на рукавах более-менее смотрится. Ну, как бы очень, да, вот посмотрите, вот, ничего не светит. После ВТО, что мне понравилось, я же говорила, жду ВТО. Ничего ВТО не изменило в плане изделия. Хлопок же как, он может и подсаживаться, а может и немножечко и растягиваться. Ни того, ни другого не случилось. Все достаточно стабильно, никакого окрашивания пряжи. Все замечательно. Я очень довольна, а мне было очень интересно посмотреть, а как же вот это микробукле будет смотреться в полном, да, вот в целом изделии. И смотрится очень классно, согласитесь. Вообще замечательно. Сразу же, да, предупреждаю, говорю, что мастер-класс будет совсем скоро. Я планирую на этой неделе мастер-класс выпустить, потому что меня спрашивали про узор. Все будет. Чуть-чуть подождите. И, конечно, вы знаете, вот кардиган можно спокойно связать из такой пряжи. Джемпер. Ну, здорово, вообще здорово. И осенью теплые, конечно же, я буду носить. Те, кто и зимой носит хлопковые изделия, конечно, для вас, то есть это может быть круглогодичное. Но знаете, была такая погода, ветер прохладный, солнце выйдет жарко, а солнце зайдет прохладно. Я думала, что я, наверное,
мне будет, наверное, жарко в этом изделии. Вы знаете, совершенно не жарко, очень комфортно. Я так хорошо прогулялась, нашла такое красивое место недалеко от дома. Ушла подальше. Вообще можно сказать, что место, где я живу, у нас здесь очень много леса. Вот с той стороны сосновый лес. Я обожаю сосновый лес, особенно как пахнет в сосновом лесу. И вот когда я иду в ту сторону, да, я гуляю, ну там лес уже такой многолетний. А если пойти вот в ту сторону, когда я далеко никогда не заходила, тут решила зайти и посмотреть. А там молодые березки. Они такие белые, такие красивые, такое все зеленое, соловьи поют. И я еще прогулялась с таким удовольствием, просто супер. Так, и что еще? Третье, конечно, не готовое изделие, но оно тоже подходит к готовому. Это моя рубашка, абрикоска моя. Так, спинка у меня, да, уже связанная. Это вы знаете, спинку я уже связала этого изделия и начала вперед. Я сейчас дошла до проймы. Но вот это не отпаренное полотно, да, вот видите, не отпаренное, оно такое, да, как и любая вещь, немножко куцеватая. Я еще подумаю, как у меня будут идти диагонали по переду и по спинке. Я еще буду думать. То есть, как бы сделать, например, чтобы вот, ну, я вам покажу, не буду сейчас объяснять. Потому что, как бы, когда мы вяжем крючком, здесь, пока мы вяжем, можно хоть это сделать лицевой стороной, хоть эту, потому что я вяжу обратно поворотными рядами. У меня рубашка будет, да, с вточным рукавом, я так хочу. И вот она так будет здорово смотреться с белым. Поэтому, конечно, мне нужно обязательно белый цвет. Я бы уже связала и переднюю деталь, но нужно снимать. А чтобы снимать, нужно время, поэтому пока вот отложила. Хотела я это видео выпустить в воскресенье утром, думаю, в субботу я все сниму. Ничего подобного. В субботу у меня образовались дела, потом я пошла на фотосессию вот джемпера голубого. Потом мне понравилось место, которое я нашла, и решила сходить туда погулять, взяла Джесси. И уже вечер, думаю, нет, снимать я не буду. А в воскресенье мы целый день прокатались, я приехала уже поздно. Конечно, у меня уже вчера не было сил ни на что абсолютно, потому что подобные поездки, особенно с детьми, они, конечно, эмоционально очень выматывают. Я вам ставлю в конце ролика коротенькое видео, покажу вам красоту древнего города Ростова Великого, очень красиво, небольшие изменения. У меня уже был ролик, мы ездили туда. Нас впечатлил этот город, небольшие изменения у них произошли. Ну, все что-то реконструируют, какие-то ремонтные работы в центре так и сохраняются. Да, начинается новая неделя. Уже мы закончили учиться сегодня. Завтра у меня последний звонок, выпускаются мои детки. И там у меня уже пойдет подготовка к предстоящим экзаменам. Буду заниматься уже другой работой. Но я очень надеюсь, что на вязание у меня будет больше времени. Плед не вязала совсем. Пока нет времени на него. Но обязательно буду вязать. Обязательно. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что за лето я должна его, конечно же, буду довязывать. Ну, посмотрим, как пойдут дела. Главное, чтобы пряжи хватило. Это самое главное. Но если нет, будут поиски. Будут поиски. Мне продавец так и не ответил на вопрос о том, когда будет поставка этой пряжи. Ну что ж, пока у меня еще есть, буду ждать. Спасибо всем вам за внимание. Ждите, совсем скоро на этой неделе выйдет мастер-класс на джемпер голубой. Ой, потемнело. Сегодня такая погода
Обещали дождь, но день стоит, держится. Но сейчас все затягивает облаками. Я с вами прощаюсь совсем ненадолго. До новых встреч. Пока-пока.